Всех приветствую! Записываем обновленный обзор биткоина, криптовалют. Посмотрим сегодня несколько новостей, которые произошли за последнее время. Несколько метрик показали новые сигналы. Ну и, конечно же, на графике биткоина, эфириума и нескольких еще криптовалют покажу обновленную структуру и озвучу свои мысли касательно дальнейшего движения цены. Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку в очередной раз. Были, конечно, ожидания, что такого в этот раз может не произойти из-за проблем с американскими банками, но классическое повышение на 0,25 базисных пунктов произошло и в этот раз. Теперь процентная ставка равна 5%. В пресс-релизе отметили, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Ну и так как ничего ужасного на пресс-конференции сказано не было, ставка была повышена на ожидаемые 0,25 базисных пунктов. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Следом подвезли негативные новости. И первый из них – SEC подала иск против Джастина Сана. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя Tron Джастина Сана и его 3 компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде токенов TRX и BitTorrent BTT. SEC считает, что Сан и полностью принадлежащие ему Tron Foundation, BitTorrent Foundation и Renberry манипулировали вторичным рынком TRX посредством отмывочной торговли. Согласно заявлению, обвиняемые задействовали в схеме для рекламы активов ряд знаменитостей, естественно, за деньги. В этой связи SEC предъявил обвинение в незаконном продвижении TRX и BTT таким людям, как актриса Линдси Лохан, рэпер Эйкон, Soulja Boy и еще нескольким якобы известным людям, о которых я впервые слышу. И за исключением пары человек, все из них согласились урегулировать претензии, выплатив по $400 тысяч в виде компенсации, при этом не признавая и не отрицая выводы комиссии. В общем, откупились. Судя по всему, если они так просто отдали по 400 тысяч, за рекламу им было заплачено намного больше, раз они даже не подумали и суток, просто, так сказать, поделились гонораром. Ну а что же ответил сам Джастин Сан? Он назвал обвинения необоснованными, ну естественно. Он отметил, что нормативно-правовая база SEC для цифровых активов все еще находится в зачаточном состоянии. Если же смотреть на цену монет Tron и BTT, то они упали не слишком сильно. Все в рамках тех падений, которые случились и со всем криптовалютным рынком. Но SEC на этом не остановились, и следующая негативная новость вышла под заголовком «SEC предъявила претензии уже к бирже Coinbase». Американская биткоин-биржа Coinbase получила уведомление SEC о расследовании касательно процедуры листинга на платформе и ее продуктов Coinbase Prime, Wallet и Earn. Юрист Coinbase, конечно же, заявил, что все это ерунда и, во-первых, уведомление не является официальным обвинением или инициированием судебного процесса. Такой исход возможен в отсутствии устранения претензий касательно возможного нарушения законов о ценных бумагах. Это не первая биржа, на которой наезжает Coinbase, но меня здесь заинтересовал другой факт. Накануне вот эта женщина, я думаю, все вы ее знаете, даже не озвучивая ее имени, это глава ARK Invest. Так вот, они продали акции Coinbase на $13,5 миллионов, как раз перед тем, как SEC предъявил претензии к этой бирже. Совпадение ли это или инсайдерская торговля, конечно же, никто честно не скажет, но факт достаточно интересный. Произошел скачок цен, ARK Invest сливает большое количество акций Coinbase, и сразу же SEC наезжает на эту Coinbase, естественно, роняя акции биржи. Было бы прикольно, если бы ARK Invest теперь снова откупили эти акции
а проблема тут же разрешилась. Это было бы сверхподозрительно. На этом негативы не кончаются. SushiSwap и ее шеф-повар, так называемый Джеред Грей, получили повестку в суд. От кого? От тех же SEC. Все они не угомонятся. Теперь уже децентрализованная биржа SushiSwap и ее руководители получили повестку в суд от комиссии по ценным бумагам и биржам США. Вот что он сам заявил в своем твиттере. Мы сотрудничаем с SEC и не собираемся публично комментировать текущее расследование или другие юридические вопросы. Но при этом предложил создать фонд юридической защиты SushiDAO, который покроет юридические расходы, связанные с расследованием, судебными разбирательствами и другими вопросами, касающимися основных участников. Он предложил выделить $3 миллиона USDT для инвесторов и еще 1 миллион резерва. Ну, чтобы уж не заканчивать новостной блок одним негативом, есть одна и позитивная новость. Bot Wallet добавил возможность покупки USDT в Telegram. Разработчики бота Wallet в Telegram открыли доступ к покупке и продаже USDT. Пользователи получили возможность переводить стейблкоин на внутренние кошельки приложения через чаты, а также покупать и продавать его через P2P сервис. При передаче USDT между пользователями бота Wallet будет совершенно без комиссии. Если кто еще не пользовался этим ботом, можете посмотреть, возможно, кого-то заинтересует. Найти его можно очень просто, написав собачка и Wallet. В принципе, достаточно удобная штука. А теперь уж тем более, когда внедрили стейблкоин. До этого там был только биток и монета TON. Теперь посмотрим несколько метрик, которые обновили свои показатели. Bitcoin Rainbow Price Chart перешел из зоны покупок в зону аккумуляции. Это произошло после последнего нашего хорошего роста. После разворота, который произошел в ноябре 2022 года, цена продолжает расти, и вот мы уже прошли зону, которая является третьей по счету снизу на данной метрике. Впереди еще долгий путь до пиков цены. Следующая метрика — это сетевые нереализованные профиты и потери. Здесь мы давно уже вышли из зоны капитуляции. Хотел отметить тот факт, что мы ценой прошили зону надежды, hope. И теперь цена пришла в зону оптимизма. До веры и эйфории еще, конечно же, далеко. Но, как мы видим, на данной метрике тренд достаточно устойчив. И если даже цена будет проливаться вниз, для того, чтобы посетить снова зону капитуляции, должно пройти неплохое расстояние. Еще одна метрика, мы ее уже смотрели, правда, в другом виде, на обычном графике. Это 200-недельная скользящая средняя на цене биткоина. Мы видим, как на истории она прекрасно отрабатывала, удерживала падение, являлась поддержкой для дна медвежьего рынка. Даже корона дамп удержала. На данный момент это вторая попытка выйти из-под этой скользящей средней. Первый раз это было у нас в июле 2022 года. После этого мы ушли вниз, сформировали актуальное дно медвежьего рынка. И теперь, после достаточно продолжительного роста, вновь торгуемся над этой 200-кой. Это, несомненно, положительный сигнал. Почему это положительный сигнал для роста биткоина, я писал в своем телеграм-канале и выкладывал данную информацию намного раньше, чем она появляется в видео. Вот так выглядит актуальная карта ликвидности биткоина. Внизу огромное количество стопов лонгистов в районе 15400. Ну а если мы будем собирать ликвидность сверху, то максимальное значение находится очень близко, в районе 29 тысяч. Цена потихонечку подбирается и так помаленечку, понемножечку съедает всю эту ликвидность. Для того, чтобы полностью собрать этот большой участок, цене нужно улететь выше 30 тысяч, в район 31 500. Тогда вся эта большая область будет поглощена. Теперь давайте посмотрим, что происходит с ценой биткоина. Во-первых, рассмотрим эту монету. Для начала на дневке покажу, что произошло. В последний раз, когда мы записывали видео, была отмечена вот эта зона как предыдущий пик и первая цель. Мы ее прекрасно достигли, об этом я уже писал в телеграм-канале. Кого там еще нет, подписывайтесь. И дальнейшая целевая зона находится в районе 32 400. Это нижняя грань, и верхняя грань этой зоны находится на 35 500. В плане структуры, сейчас я предполагаю, что у нас завершилась первая волна, отрисовали мы вторую волну, и сейчас мы находимся в развитии третьей волны, в рамках которой вот этот рост был первой волной. Сейчас покажу. То есть переходим на четверку, на 4 часа, и вполне возможно вот это движение было волной 1 во внутренней структуре волны 3 старшего порядка. Другим цветом сейчас это все раскрашу, допустим, пусть будет оранжевая. В телеге также я несколько дней назад предупреждал о формировании дивергенции на 4 часах, о понижении объемов, а это значит, что вот этот весь рост был достаточно опасным в плане дальнейшего его продолжения. Мы, несомненно, должны скорректировать его, и вчерашнее падение
вписывается в рамки этой коррекции. Вот оптимальная расчетная зона для коррекции вот в этой волне 2. Начинается она с уровня 25300, завершается 23100 примерно. И совпадает вот с этой проторговкой, предположительно волной 4 внутренней структуры. Переходя на 1 час, становится лучше видно вот эту проторговку, и пока что магнитом является именно эта зона. Вот сюда стремится волна 1, если мы ее формируем на данный момент. Вчерашнее падение было импульсным, сейчас вполне возможно мы откорректируемся вот до этой скользящей средней и дальше продолжим падение, формируя полноценную завершенную коррекцию в рамках волны 2. По ее завершению с большей вероятностью продолжится рост, и если это была всего лишь волна 1, целевая зона будет намного выше, потому что нас будет ожидать еще волна 3, волна 4, волна 5, и это будет всего лишь в рамках вот этой волны 3. Теперь переходим на фьючерсы CME биткоина на Чикагской товарной бирже. Гэп, который мы отмечали уже достаточно давно, мы посетили, его отработали, можно удалять, но при этом рост был такой большой, такой стремительный, что у нас образовался гэп еще и внизу. Вот он, на уровне примерно 21200. Его я отметил. Также будем держать в уме, что мы можем прийти сюда в рамках снижения. И еще один гэп у нас также остался еще наверху не закрытый. Это у нас примерно на 34700, 34600. В этом районе есть еще один гэп, который также является магнитом для цены биткоина. Идем дальше. Смотрим эфириум. Здесь у нас наконец-таки произошел пробой вот этой линии. Это у нас уровень сопротивления, который достаточно долго удерживал цену эфириума под ценой в 1700. Целевая зона также отработала, ее можно удалять. Все у нас по плану, так сказать. Следующая целевая зона, которая может стать препятствием, это предыдущий пик вот этой структуры. Вот он на уровне примерно в 2000 плюс. Это является такой круглой ценой. Но давайте также посмотрим на 4 часах, что ожидать стоит от эфириума на более мелком таймфрейме. Здесь также все это дело похоже на волну 1. Может нас ожидать волна 2, 3, 4, 5. И это будет в рамках вот этой волны 3. На данный момент у нас предположительно развивается волна 2. И ее целевая зона находится в диапазоне от 1660 до 1550. Здесь же у нас и проторговка вот эта. Здесь же у нас и скользящая средняя 200 на 4 часах идет. Все это может стать неплохой поддержкой. Также, заманивая в шорты, цена может организовать нам ложный пробой вот этого уровня поддержки теперь и выход обратно наверх. Пока оптимальный план для меня именно такой. По эфириуму также предположительно с большей вероятностью мы находимся в корректирующей второй волне. Теперь давайте посмотрим еще несколько альткоинов для разнообразия. OneInch на дневном таймфрейме, судя по всему, также находится на своем дне. Неплохая зона для покупок. Весь этот рост очень похож на волну 1. Сейчас мы находимся в рамках коррекции волны 2 и затем продолжение роста. Если заходить сейчас, это можно, конечно же, сделать. Более консервативно это, конечно же, дождаться пробоя вот этих скользящих средних, под которыми мы сейчас торгуемся. Но если не хотите пропустить хороший возможный рост, то можно залетать даже сейчас. Стоп за начало импульса. Более надежный стоп вот на эти уровни, ниже 0,36 центов. Ну и дальше рост в рамках волны 3. Целевая зона волны 3 находится в диапазоне 0,865 до 0,962. Посмотрим монету ADA. Здесь у меня рисунки уже присутствуют. Здесь предполагалась также волна 1. На откате можно брать. Откат у нас как раз таки уже произошел, поэтому здесь даже и менять ничего не стоит. Единственное, обозначу расчетную цель для волны 3. Она находится в диапазоне от 0,526 до 0,586. Если залетать сейчас, то стоп ближайший вот сюда. Более надежный и консервативный за вот этот минимум от декабря 2022 года. Это в район примерно 0,238. Вот этот рисуночек перенесу чуть правее, но смысл остается тот же. Волна 1, предположительно волна 2. И дальше развитие в следующем импульсе волне 3. Что еще посмотреть? Еще посмотреть хотел я монету NEO. Эта монета у меня куплена, и здесь очень похоже на формирование коррекции и еще одного импульсного движения наверх. Вот это сужение начинает напоминать треугольник. К тому же предшествовала ему вот такая структура, как 1, 2, возможно 3, сейчас четверка и еще одна волна 5. Сейчас немножко перекрашу, а то сливается цвет вот так.
То, что мы зашли за пик волны 1, здесь ничего страшного, потому что ортодоксальная точка волны 4, если это будет волна треугольник, вполне может быть выше этого пика, а значит правила не будут нарушены. Пока мы отрисовали здесь 3 волны вниз, 3 волны наверх, и с большой вероятностью мы продолжим здесь формировать треугольник с дальнейшим выходом наверх. Выход наверх — это предыдущий пик, будет целевой зоной. Также он совпадает и с уровнем сопротивления. Первая цель у нас находится вот здесь. После того, как мы сформируем окончание волны 4, если это будет также являться треугольником, можно будет отметить целевую зону даже повыше. На сегодня все. Подписывайтесь на канал или не подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, как хотите, в общем, неважно. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!